Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет орел, и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще смотрела программу, и я знаю, что может выпасть решка. А значит, премиальная карта MasterCard моя, и все ее возможности мне. Да-да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не решка, это орлица какая-то. Мама, Африка. Мама, Африка. Папа, стакан портвейна. Там все по-прежнему. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света, и мы в Африке. Мы в Намибии. Наше сегодняшнее чудо света – место, где ничего нет. Поздравляю, доигрались. Почему ничего нет? Но дело в том, что с языка местных пустыня Намиб переводится как место, где ничего нет. Но зато здесь есть столько красот, которые не хватит посмотреть и за 2 недели. Боюсь говорить Анфисе, что у нас всего 2 дня, но тем не менее мы увидим и безумно красивые дюны, и бесконечное количество песка, и то, как Анфиса на всех африканских наречиях шепчет воды, чтобы выжить в пустыне со Ставаксами. Ну, конечно, прекрасно. Не дождешься. Бросай монетку. Орел. Решка. Поехали. Давай. Ну, что и требовалось доказать. Дай ладошку. Да, Дай ладошку. какую, да. Да, конечно, у тебя все на руке написано. Вот, богатство между лихорадкой Денге и малярией. Антон еще и гадает. Везучая. Обращайтесь. Пустыня Намиб. Настоящий рай для интровертов, мизантропов, социопатов, в общем, тех, кто хочет, чтобы его оставили в покое. Идеальное место, чтобы побыть наедине с самим собой и первобытными стихиями. Это чудо света бескрайнее и безлюдное. За время нашего путешествия мы повстречаем лишь десяток людей. Аэропорт Волфиш-Бэй расположен среди песков пустыни Намиб. И, прилетая сюда, ты уже оказываешься в чуде света. Вокруг ничего нет, кроме нескольких городков у Атлантического океана. Но, слава богу, кроме песков, здесь хоть есть дороги. Намибия – страна огромная, и в былые времена без машины тут было никуда. А сейчас, когда и автостоп запрещен, ковид, туристов нет, без нее вообще как без рук. Обычные туристы берут себе хороший, качественный внедорожник. Ну а я со своими $100 максимум могу надеяться на самый дешевенький, самый простенький, самый страшненький легковой автомобиль. Под стать себе. Но все-таки лучше, чем ничего. Минус половина бюджета, но зато у меня есть авто на целые сутки. Кстати, Вова, спасибо за карту под залог. Во, моя малышка. За $50 мне досталась вот эта легковушка. Конечно, не лучший вариант для экспедиции по пустыне, но буду надеяться, она меня не подведет. Хорошо, что Птушкина перед вылетом посмотрел. Если вы богатый турист в Намибии и хотите познакомиться с чудом, то план такой. Арендовать самолет и улететь в миллионерский отель посреди пустыни и оттуда ездить по развлечениям, которые для вас организуют. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you again. Анфиса. David. Интересно, никогда так не летала. Такая реактивная у меня бусинка. Он заводит мотор, и прям я вся аж трепещу.
Этот самолет не только по прямой доставит к отелю, но и еще покружит над самыми зрелищными местами пустыни. И даже сделает опасный в авиации бреющий пролет. Прелесть такого маленького самолета заключается в том, что можно лететь очень низко, поэтому очень хорошая видимость, и ты наслаждаешься всеми красотами. Необъятные и необозримые, высушенные просторы пустыни Намиб простираются широченной полосой на 2000 километров вдоль Атлантического океана и уходят на 150 километров вглубь страны. Этот безжизненный берег долгое время считали проклятым местом. Тут погибали тысячи моряков. Здесь разбивалось очень много кораблей. Из-за высокого содержания железа в песке сбивались компасы и случались кораблекрушения постоянно в этой местности. Вот так. И даже если кто-то из экипажа выживал, то в безлюдной пустыне шанса на спасение не было. Тут никто не придет на помощь. Пустыня Намиб вторая по величине в мире. Ее территория как 95 Киевов. 95, представляете? Я уже лечу достаточно долго, но песчаный пейзаж все не заканчивается, не заканчивается. Она просто огромная. Смотрите, какие это масштабы. И при этом рисунок пустыни постоянно меняется. Если пролететь через пару недель над этим же местом, оно будет выглядеть совсем иначе. Ветер несет пески, будто волны. Из-за этого намибийскую пустыню часто называют песчаным морем. Наблюдать за этим, конечно, круче всего с высоты птичьего полета, как это делаю я сейчас. Дюны пустыни Намиб – одни из самых высоких в мире. Некоторые достигают 300 метров. Но что самое главное, они невероятно красивые. Я пролетаю тонкой песка, никого нет, кроме меня. И вот этот километровый полотна бежевого цвета, который я вижу. Фантастика. Уже в километре от аэропорта ты понимаешь, что оказываешься один на один с величественной стихией. Безмолвной, бескрайней, безлюдной. Но я вот теперь наглядно понимаю, что плотность населения в Намибии одна из самых низких в мире. Тут, по-моему, меньше 2 человек на квадратный километр. И действительно, вокруг ни души. Но зато очень красиво. Ой! Забыл рассказать. Я же забыл рассказать вам правила безопасности в пустыне, если ты берешь автомобиль. Правда, я в этом вообще не разбираюсь. Я водить-то еле-еле недавно научился. Пусть за меня все расскажет Антоха из шиномонтажки. Антон! Антох, тут клиенты! Не, ну, мужики, что-то это самое, я же тоже работаю, да, делом занят. Это самое. Значит, в первую очередь в пустыне научитесь менять колесо.
Если вы едете по мягкой почве, то есть по песку едете, то не забудьте это самое спустить давление в шинах. Ну, естественно, не забудьте взять с собой инструменты и заправляться на каждой заправке, потому что в пустыне они могут встречаться редко. Это самое. Шутки шутками, но действительно, если не заправляться до следующей, можно и не дотянуть. Более того, ехать одному в пустыню – опасное мероприятие. Есть риск, например, забуксовать в песках, а то и вовсе сбиться с пути. А поскольку сотовая связь ловит плохо, можно не дождаться помощи и даже погибнуть. Поэтому мой вам совет – не съезжать с намеченных дорог и запастись провизией. На своей легковушке вглубь пустыни я соваться не буду. Зато по дороге из аэропорта без рисков для жизни можно подъехать к дюне номер 7. Да, в пустыне у некоторых известных дюн есть номера или даже имена. Например, Большой Папочка или Элим. Мать моя роза пустыни. Она такая величественная. 383 метра. Чтобы понимали, я посчитаю в кумирах, это 233,5 Антона Зайцева. Что ж, попробуем эту дюну покорить. Фу, устал. Дорогу осилит ползущий. Надо следующим чудо света выбирать плоскость. Плоскость, хорошее чудо света, равнина. Есть. План такой. Я разворачиваюсь, иду вдаль под пафосную музыку, гордясь собой. Удивительно, как быстро ветер заметает следы. Никто и не узнает, что пару минут назад здесь ступал человек. Вот она, сила и чудо стихии. На самолете я долетела вглубь намибийской пустыни. Thank you so much. И пересела на внедорожник. Это трансфер до отеля. Среди этих безлюдных океанов песка, словно цветок в пустыне, находится резервация для миллионеров отель Little Кулала. И это реальное чудо. Посреди пустыни, где в сотнях километрах нет ничего, построили роскошный комплекс из 11 бунгало. Тот, кто хоть раз делал дома ремонт или проводил воду на участок, может представить, насколько сложно и дорого отгрохать такое. Thank you. Thank you. Selma. I'm Fisa. Welcome to Little Kulala. Nice to meet you. So, Little Kulala. What Yes. does Kulala means? Little is little. Little? Kulala means to sleep. It's like an Ochiherero word for sleeping. Маленький сон. Переводится это место. Я не могу, у меня челюсть зажала от улыбки. То есть это даже не отель, это такой африканский лодж. Это такое место в дикой природе, где у тебя есть возможность пожить, но при этом очень по-богатому. Я сейчас в самом центре пустыни нахожусь вообще-то. На этих выходных я буду жить в своем личном бунгало.
right, Anfisa, welcome to your room. So enjoy your stay with us. Thank you. Thank you very much. Вот это терраса, конечно. О боже. Ни одного человека. У меня выход в открытый космос. Такая тишина. Боже, наконец-то. Так, ладно. Тут настолько красиво, но я хочу посмотреть, что здесь есть еще. Помимо вот этого, хотя мне кажется, больше ничего и не нужно. Здесь есть бассейн, здесь есть прохладненький. А еще есть кровать, которая прямо на улице. Мне кажется, можно сегодня здесь поспать. Внутри меня ждала небольшая, но очень уютная спальня. Так, а что это у нас за must-have рядом с кроватью? От насекомых, от комаров и красный гудок. Я так понимаю, это в случае нападения каких-то антилоп или гиен на меня ночью. Не, ну сейчас никого нет, но я попробую, как это работает. Надо быть вооруженным. О май гад, это очень громко. Oh, hi. Anfisa, are you okay? I heard the horn. What's happening? Everything is okay. I was just trying how it sounds. Okay, no, we heard you, definitely. We just thought that you were Sorry. dying or something like that. See you. So, Я в восторге от этого номера. Здесь безумно красиво, уютно. И здесь есть ощущение дома, но при этом здесь дикая природа. И это такая уютная интеграция в этот дикий мир. Поживу здесь. И еще один совет путешественникам в пустыне Намиб. Магазины и кафешки по дороге встречаются очень редко. Если вы проголодаетесь, то можно заехать в район Талалока и отведать местный деликатес. Am I right? It's mopane. Yeah, mopane tree. I know it. I tried it. I was 2.5 years before in Namibia, in Katatura. Гусеницы мопане – это личинки императорской моли. Намибийцы их поджаривают и едят. I will buy. Меня этим уже не удивить. Но сегодня вместе с нами первый свой выпуск снимает наш оператор Вова. Я просто обязан угостить его этой вкусной штукой. Вовочка, иди сюда. С посвящением тебя, попробуй эту вкуснятину. Да что греха таить, с собой. А? Это вкусно. Это мерзость, Вова, кого ты обманываешь? Это мерзость. Это правда. Ладно, еще одну и пошел. Все, давай работать. Слушайте, 2,5 года назад, по-моему, ничего не изменилось. Как была вкуснятина, так и осталась. Еще, кстати, еще иногда едят живыми, вот это вообще. Как строится жизнь богача в пустыне Намиб? Есть список опций, которые предлагает отель. Выбираешь то, что понравилось, и вперед. Для начала я взяла квадроциклы. Ладно, ребят, с Богом, поехали.
Ощущения просто фантастические, бомбические. Никогда еще не чувствовала себя так увесисто и мощно. Квадроциклы – это крутая возможность не только поэкстремалить, но и вблизи узреть все величие пустыни. Но самое классное, что посреди пустыни, вдали от отеля, можно встретить стаю бегущих ориксов. Это одни из немногих диких животных, которые выдерживают пустынное пекло. Да, все это, конечно, прекрасно, но долго на квадриках в пустыне не покатаешься. Меня хватило на полчаса. Конечно, если ты пассажир на квадрике сзади, то это такое себе, потому что вся пыль летит на тебя, и ты ей дышишь. Манала я такой. Ну, ничего, сейчас опаньки. Ой, шикарно, вау, ой. Фу, хорошо. Так, я вперед, все, не могу дышать этой пылью. Конечно, Намибия страна малонаселенная, но есть тут одно место, где количество особей на квадратный метр зашкаливает. Внимание, мыс Кейп-Кросс. Так, кажется, подъезжаем. Здесь, на окраине пустыни на берегу Атлантического океана, вовсю процветает жизнь. Обитает целая колония морских котиков. Говорят, в разное время здесь вылеживается от 80 до 200 тысяч особей. Здорово, бандиты! О, секундочку. Я подготовился. Я знал, во-первых, что тут будет холодно, все-таки побережье. А во-вторых, что тут будет такой запах, как будто разрабатывали биологическое оружие или погибло 1,5 тонны потных рыб. Поэтому вооружен. Мать моя морская кошка, это просто несколько тонн чистого жирного обаяния. Невероятно. Я уже даже к запаху привык. Фу. Кстати, вот так проходил кастинг девчонок ко мне в соведущие в Решку. Они и звуки похожие издавали. Не случайно эти ребята в такой роскошной физической форме. Дело в том, что в день они съедают рыбы, равные 8% от их массы тела. Это где-то 25-30 килограммов. Дальше считайте сами. Кстати, морские котики едят не только рыбу. Они с удовольствием не откажутся и от каракатиц, кальмаров, осьминогов, выпуклых частей тела оператора. Поэтому, Вов, подойди поближе, познакомься. А ну-ка. Да не, он не нападет. Ох, нет, нападет. Морские котики вроде как милые и безобидные, но если укусят человека, то оставляют рваные раны на теле. Так что их лучше не злить. Видимо, в гости к этим созданиям редко кто доезжает, а в карантин так тем более. Поэтому они тут короли положения. Не стесняясь, оккупировали каждый уголок и даже дорожку для туристов. Я всем рекомендую сюда приехать, потому что это поистине уникальное место. Я вот только что осознал, что я, по сути, морской котик. Я также обожаю рыбу и океан. Я вне кадра примерно издаю такие же звуки. Ну а самое главное, я так же, как они, люблю чилить и отдыхать в Намибии. Кто согласен, дайте шума! Еще одна опция богача в пустыне – посетить завораживающий мертвый лес. Это мертвая долина Дэт-Влей.
Когда-то на этом месте был оазис, но 1000 лет назад он пересох. От него осталось лишь глиняное плато и высохшие верблюжьи акации. Говорят, жара здесь была такая сильная, что деревья даже не смогли разложиться. Так и застыли. Вообще эти деревья нельзя трогать, мол, потому что на них содержатся бактерии. Но мне кажется, это все-таки сделано для того, чтобы туристы не разрушили эту красоту, и она сохранилась подольше. В Дед-Влейве полное ощущение, что ты в декорациях фильма, где вместо стен высокая дюна, а вместо пола застывшая глина. А глина здесь засохла таким образом, что это напоминает древнюю средневековую площадь, каменную. И это потрясающе минималистичная красота этого места. Намибийская пустыня – одна из древнейших в мире. Если верить ученым, она образовалась 80 миллионов лет назад, еще в эпоху динозавров. Она как будто вне времени и пространства. Я приехал в лунную долину. Это скалистая, суровая часть пустыни Намиб. Ее пейзажи действительно будто инопланетные. Не зря в этом фактурном месте любят снимать голливудские режиссеры фильмы про космос или пришельцев. Ну а теперь тут я на своей земной машинке могу побывать будто бы в другой реальности. Ну а самый фантастический вид у этой долины в лучах закатного солнца. Закатов на Земле я встречал предостаточно. Но встретить закат на Луне – это что-то особенное. Извините, у меня по графику радостный вой. To say forgiveness lingers with the dead, but will we ever rise up from this grave? Богачи в пустыне Намиб встречают закат по-особенному. Здесь для них специально накрывают стол на открытом воздухе посреди всей этой неземной красоты. Thank you very much. Курочка, цветная капуста, баклажанчик. Пробуем. Вкусненький такой, аль денте. Видно, что торопились, не дожарили немножко, но все равно так хорошо мне. Мне вот единственное интересно, а какие-нибудь дикие животные могут сюда прийти на запах моей еды? Потому что тут как бы я, тарелка и все. Оказывается, здесь водятся гиены. Сотрудники отеля утверждают, что они не опасные. Поверю на слово. Ну что ж, друзья, я оставляю заветную бутылку со $100 в Намибии в лодже под названием Little Kulala. Приезжайте сюда, ищите менеджера Сельму и говорите ей пароль «Бусинка». So, give this bottle only after password «Бусинка». Okay. Yeah. The password Бусинка. Бусинка, great. Бусинка. Deal. Deal. Thank you so much. Anytime.
После длительной экспедиции я решил остановиться на ночь в одном из немногих городков пустыни Намиб – Свакопмунд. Ауф! Sea View Backpackers Hostel. Yes! Для наших неанглоязычных зрителей, для тебя, Кирилл. Наконец-то я приехал в хостел после такого долгого дня. Фу. Кстати, говорят, что он с видом на океан. Но это я проверю утром, а пока самое главное, что он недорогой, и у него отличные отзывы в интернете. Подходит. Good evening, come in. Good evening. Hi. Thank you. Hi, how can I help you? I want the cheapest one bed in your hostel. All right, well, you're in luck. We have a bed in our dorm, 8-bed dorm room. How many guests will be here with me, you know? There are no guests here at the moment. You'll actually be completely alone in the whole building. So I'm the main here. Yes, you have the whole place to yourself tonight. Wow! За $15 весь хостел в моем распоряжении. Sorry, I'm okay. Мне можно доверять. Намибия и в лучшие времена была не избалована туристами. Принимала примерно 200 тысяч за год. А в карантин так и подавно. Но для меня это даже на руку. О, у меня есть своя личная кухня на одного, где я смогу спокойно, без спешки, ни с кем не толпясь и не делясь, ничего не готовить, потому что я не умею. Кайф. Да ладно. Своя гигантская, всего на одного человека обеденная зона. Воу! Я вот здесь в одиночестве могу сидеть и ждать еду, которую никогда не принесут, потому что я не умею готовить. Блин, надо научиться готовить. О! Да у меня тут можно устроить тигрище в бильярд. Который я, правда, не устрою, потому что у меня нет достойного соперника, с которым я могу сразиться. Так. Личный бар, в котором я мог бы посидеть, но он закрыт, потому что тут нет туристов, кроме меня. Порой одиночество может ранить. И, собственно, спальня. Ну, пока сплошные плюсы. Большая, просторная, светлая комната на 10 человек. Ага. И, в принципе, все есть. Даже какие-то картины, зеркала, огромные шкафы для всех вещей. О! Душ! Сразу на 2 человек. Я не осуждаю, я не ханжа. Рукомойники. О! И ванна, где 8 можно смотреть на 2 в душе. Как же круто тут было до ковида. Почему я один? Но самое главное, не забываем, я один в комнате для 10. Будешь уходить, свет выключи, пожалуйста. Спокойной ночи. Фантастика. Пустыня – это одно из лучших мест для наблюдения за звездами. Поэтому поспать я решила на улице. Тут на сотни километров нет ни фонарей, ни огней мегаполиса. Если в городе видно десятки звезд, за городом сотни, то в пустыне их даже не тысячи, а кажется миллиарды. Алло? Да, доброе утро. Да, выхожу уже. Спасибо. По утрам побережье океана часто затягивает туманной дымкой. И ведь не обманули. Хостел с видом на океан. Надо было чуть-чуть переименовать. Хостел со звуком океана. Богачи просто-таки обязаны воспользоваться еще одной услугой.
пролететь на воздушном шаре и посмотреть, как просыпается пустыня. Это первый воздушный шар в моей жизни в Африке. Так. О боже, мы летим. В рассветных лучах пустыни Намиб – это особое удовольствие для глаз. Все вокруг окутано утренней пеленой и разукрашено самыми нежными цветами. В такие моменты кажется, что в мире больше никого нет, только ты и величественные скалы на расстоянии вытянутой руки. Мы пролетели настолько близко к этой скале, что было полное ощущение, что можно ее потрогать. То есть в какой-то момент я думаю, ну все, сейчас мы врежемся. Я каждому пожелаю пережить такой опыт и увидеть то, что сейчас вижу я. Это чудо, и я каждому желаю это чудо пережить. Пока ты паришь в небе, на Земле организаторы вычисляют точку, куда приземлится шар, чтобы по прилету красиво встретить туристов. Здорово, что даже в пустыне я могу расплатиться бесконтактной картой MasterCard. Thank you so much. Thank you very much. Тачку свою я брал всего на сутки, поэтому с утра ее пришлось сдать в местном ренте. Машины у меня теперь нет, денег тоже особо нет, есть только ноги. 2. Вывод 1. Пойду гулять по городу. Свакопмунд – город в пустыне Намиб, который приютился на берегу Атлантического океана. Из-за своего мягкого климата считается главным курортом страны. Свакопмунд небольшой, практически одноэтажный, и поражает своим безлюдьем. За прогулку я так почти никого и не встретил. Ну, раз нет людей, посмотрю на здание. К слову, своей архитектурой город обязан немцам, которые в свое время приплыли сюда и построили город. Это сейчас Свакопмунд, красивый вылизанный город, куда приезжает на лето руководство страны. Но когда сюда прибыли немцы, они назвали его Цоокоп, что в переводе «отверстие для экскрементов». Название почему-то не прижилось, поэтому решили оставить Свакопмунд, что в переводе «устье реки Свакоп». Ну и город с той поры стал значительно красивей. Хоть городок уже давно перешел намибийцам, внешний вид и атмосфера города чисто европейская. Вы только посмотрите на эти здания. Хоенцоллерн, простите за мой немецкий, самое фотографируемое здание в Свакопмунде. В начале 20 века было построено как гостиница для немецких аристократов, но одновременно служило публичным домом. Совместили приятное с полезным. Ну а вот еще одно примечательное местечко Свакопмунда. Маяк. Одна из самых первых построек города, датированная аж 1903 годом. И кто знает, может быть, именно этот маяк указывал путь сюда немецким колонизаторам. И в городке Свакопмунд наконец-то зазвучала немецкая речь. «Diese kleine Stadt wind durchs Gehirn». Словно ручеек зажурчал. Ну и, наконец, третье место, которое можно посмотреть в городе. Пожалуй, одно из самых известных зданий Свакопмунда – дом Вермана. Раньше здесь был отель, принадлежащий торговой компании, а сейчас тут художественная галерея и библиотека. А наверху самая высокая смотровая площадка в городе. Естественно, платная. Но зачем мне, бюджетному туристу, платить, если я могу показать вам город? Итак, вызываю большую птицу.
Прелесть богатого отдыха еще и в том, что в пустыне можно отправиться в уникальное место – залив Сэндвич-Харбор. Поехать сюда можно только на мощном внедорожнике и во время отлива, когда появляется узкая полоса дороги между водой и дюной. Я на месте, где начинается встреча пустыни с океаном. И поеду побыстрее, потому что если сейчас начнется прилив, вы меня больше не увидите. Let's go. Залив Сэндвич-Харбор – это одно из самых уникальных природных явлений. Ведь именно здесь ежесекундно борются две стихии. С одной стороны, океан пытается отхватить кусок пустыни. С другой стороны, пустыня хочет засыпать собой океан. И так уже 80 миллионов лет они как будто соревнуются, кто кого победит. Вау! Я вижу, как именно сейчас меняется графика дюны. Ветер сносит ее верхушку, и она перестает быть четкой. На самом деле я ощущаю, что здесь прекрасность наравне с опасностью, потому что в любой момент прилив и все. Дюна песка тебя накрывает, волна тебя тоже накрывает, и ты где-то там. Поэтому в этом месте надолго не задержишься. Если океан начнет подступать, нужно скорее уматывать. Остается очень-очень тоненькая кромка, по которой есть шанс проехать. Страшно прекрасно. Вы даже не представляете, как здесь ощущается эта стихийная мощь. Наверное, не каждый оценит это, но если вы натура романтичная, то вас сразит это величие могущественных стихий. Дичайше красивое безлюдное место, где ощущаешь себя просто даже меньше, чем песчинка. И ощущаешь такое столкновение стихий, такую мощь природы. Но ветер усилился, значит, сейчас прилив будет, поэтому я все, уезжаю. Даже в пустыне, в комфорте себе не отказываю. Даже наоборот, беру все самое лучшее благодаря моей премиальной карте MasterCard. С ней удобная оплата в любой точке мира, а еще куча приятных бонусов от пользования. С премиальной картой MasterCard я всегда в плюсе. Обычно на набережной города Свакопмунд можно было встретить толпы рыбаков и купить у них по дешевке дары морей. Но это было до карантина. Сейчас, чтобы поесть морепродуктов, можно заглянуть в прибрежный ресторан. Do you have oysters? Yes, we've got fresh oysters. We got it from Walvis Bay, very fresh. Can I ask, гулять так гулять? One, no, six, Okay, no problem. okay? They're fresh with Fresh lemon oysters. on the side, with Tabasco. Yes, I'll bring it for you. You want 6? Yeah, to take away with me. To take away, no Yeah. problem. В Намибии из-за коронавируса до сих пор действует комендантский час, и в частности в ресторанах еда только на вынос. Но мне кажется, это к лучшему. Встречу закат солнца в красивой компании 6 обаятельных устричек. Oh my gosh, thank you very much. Fresh oysters. Yeah. Very fresh, you will feel those. Вот это идеальное завершение моего шикарного уикенда. Океан и солнце. Океан и солнце. И, кстати, кроме того, что устрицы дешевые, за 6 штук я отдал $5. Они еще и невероятно свежие. Устрицы – бомба, честно говоря. Настолько свежайшие, как будто бы вот прямо оттуда выпрыгнули ко мне из океана. И, как бы говорят, Антон, мы сделаем все, чтобы ты полюбил эти 2 дня. А я их уже полюбил, родная.
Говорят, Намиб – место, где ничего нет. Но по факту это место, где никого нет. Только могучие стихии, песок, ветер и вода. И фантастическое звездное небо. Конечно, соваться со стабаксами вглубь пустыни опасно. Но каким бы ни был бюджет, чудо и величие намибийской пустыни откроется каждому. Ой, шикарно! Вау, ой! А ну-ка! Это поистине уникальное место. Ты ощущаешь себя просто даже меньше, чем песчинка. Она такая величественная. Ни одного человека. У меня выход в открытый космос. Кто согласен, дайте шума! Это чудо, и я каждому желаю это чудо пережить. Бушующие волны безудержного Ты смотри, как раз хотел поделиться устрицами, чуть-чуть не успела. Антош, ты всего так $100. Ты бедствуешь, голодаешь, устрицы есть. Выживаем. Смотри, какой закат. Да, у меня полное ощущение какого-то дежавю, не понимаю почему. У меня полное ощущение, что я так хочу встретить свою старость. Понимаю. Скажи, я первая, с кем ты вот так сидишь, смотришь на закатное солнце? Ну, конечно, ты вообще у меня первая. Правда? Да. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Оп, handmade. Ожерелье, сделанное руками местных. Это тебе подарок. Денежку потом отдашь вне кадра. Смотри, это ведь целая Намибия, на которую нанизаны дюны, невероятная пустыня, закаты и рассветы, великолепная морская живность и удивительные люди. А еще это тебе на память. антилопы, гиены, Да. квадроциклы, всякие дикие звезды, растения. звезды. А коряги вот эти в мертвой долине, которые я видела. Это же невероятно. Я Антоша, спасибо тебе большое. Да на здоровье. Хочешь, разделим напополам? На Будем носить как здоровье. браслеты. Держи, держи, держи. Главное, что наши путешествия по Африке продолжаются. До встречи на следующем чуде света. Давай надену. Давай, что помоги. аккуратно, чтобы Давай. не смахнуть твой паричок. Это мой натуральный цвет и волос. Кто ж спорит? Так. Ой. Не задуши меня, Намибии. Да не, аккуратно, аккуратно. Я знаю, что ты пластику делала. Так. Держи. Лимончику. Есть еще, нет? Лимончику, Оля. Зараза. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Взойти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5895 метров. Все это время команда «Орла и Решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.